В этом видео вас ждет рассказ о нашем возвращении из Уфы в Краков. Мы также ехали на машине, но на этот раз дорога заняла у нас 7 дней, так как мы решили посмотреть города, мимо которых будем проезжать. В этом видео будут первые 3 дня нашей поездки и посещение Нижнего Новгорода, Боголюбова и Владимира. Еще когда мы жили в Уфе, мы частенько путешествовали по Башкортостану и соседним с ним областям России. И то, что было в пределах одного дня пути, мы уже более-менее увидели. Поэтому в первый день нашей целью было доехать до Нижнего Новгорода. Однако мы иногда, словно предчувствуя, что не скоро вернемся в родные края, съезжали с трассы, чтобы немного передохнуть и сделать фотографии на память. Был август, прекрасная погода и предвкушение большого, интересного путешествия. Приехали в Нижний Новгород мы поздно вечером, остановились в том же отеле «Астра», а с утра начали свою прогулку по городу. Нельзя сказать, что это лучшая гостиница, но нам нравится приветливый персонал, и место уже стало знакомым. Довольно сложно за один день посмотреть такой большой город, поэтому мы выбрали несколько наиболее интересных мест. Первым делом мы отправились на Нижегородскую канатную дорогу, которая проходит над рекой Волга и соединяет Нижний Новгород с городом Бор. Это самая длинная подвесная дорога в России. Переправиться с одного берега на другой можно за 12 минут. Вам откроются очень красивые виды на Волгу с высоты. Мы не пожалели, что выбрали именно эту достопримечательность. Следующим обязательным пунктом для посещения был Нижегородский Кремль. Эту неприступную крепость XVI века не удавалось взять никому. До наших дней дошли 13 башен и крепостная стена более 2 километров длиной. В башнях Кремля есть музейные выставки и даже можно прогуляться по участку стены. С нее открываются очень красивые виды на берег реки и город. Рядом с Кремлем есть Чкаловская лестница, которая ведет на набережную Волги. Лестница насчитывает более 500 ступеней и была построена в честь победы в битве под Сталинградом. Она выглядит как гигантская цифра 8. Правда, из-за такой монументальности спуск и подъем по этой лестнице уже само по себе как отдельное путешествие. На набережной мы были совсем немного, начала портиться погода, да и лестница нас утомила. Но виды на реку здесь очень красивые. Очень хотелось прогуляться по пешеходной улице Нижнего Новгорода, Большой Покровской. Когда мы искали парковочное место рядом, оказалось, что один из маршрутов, предложенный нам навигатором, проходит прямо через эту улицу. Причем никаких предупреждений и обозначений не было, ты просто едешь и внезапно оказываешься на пешеходной дороге. Найдя место во дворах, мы припарковались и отправились гулять. На пешеходной улице, как это часто бывает, много сувенирных магазинчиков, забавных и интересных памятников, исторических зданий, кафе, ресторанов и других туристических мест. Об одном из таких мест мы хотим рассказать поподробнее. Магазин сладостей «Сокровища дракона» мы нашли случайно. Здесь продаются разные мармеладки и леденцы. По сути, ничего особо удивительного, но отличное оформление магазина делает его посещение маленьким путешествием в сказку. Также на пешеходной улице располагается здание Государственного банка. Выглядит оно довольно необычно и построено в начале 20 века к 300-летию правления дома Романовых. Его посещал император Николай II. Мы не были внутри, потому что сейчас оно используется как банковский офис, но, судя по описанию, внутри очень красивые интерьеры. Город оставил о себе положительное впечатление. Здесь есть на что посмотреть, куда сходить, и мы хорошо провели время.
Следующей нашей целью был поселок Боголюбово, а точнее церковь Покрова на Нерле, которая находится недалеко. Доехать до поселка было несложно, а вот добраться до церкви оказалось не так просто. Дойти до нее можно только пешком, но мы не сразу отыскали красивую дорогу для туристов, идущую через луга. Этой дорогой мы уже возвращались, а до церкви шли какими-то обходными путями через железную дорогу мимо моста под лай собак. Это одна из церквей древнерусских княжеств, которая сохранилась после монголо-татарского нашествия. Она была возведена в XII веке в память о погибшем наследнике князя Андрея Боголюбского. Церковь находится во впадине на рукотворном холме, около которого ранее река Нерль впадала в Клязьму. Это один из самых красивых и поэтичных памятников русского зодчества, поэтому мы решили обязательно его увидеть. Место и в самом деле необыкновенно красивое, особенно в хорошую погоду, в закатных лучах солнца. От Боголюбова до Владимира примерно 10 километров. У нас оставался еще вечер, чтобы немного прогуляться по Владимиру перед сном. Хотя многое было уже закрыто, мы успели пройтись по вечернему городу и полюбоваться на красиво освещенные здания и церкви. Возможно, от усталости, избытка впечатлений, а может от света фонарей в темноте ночи, нам показалось, что у города необычайно чарующая атмосфера. Остановились мы в хостеле «Самовар». Очень милое и атмосферное место, рассчитанное на иностранных туристов. Понравилось, что хостел просторный и одновременно очень уютный. Видно, что позаботились о мелочах и оформлении, ценят своих гостей. Во Владимире мы были только в историческом центре города и гуляли по улице Большой Московской. Центр расположен на холме у реки Клязьма. Здесь находится соборная площадь со множеством достопримечательностей. Посередине располагается памятник 850-летию Владимира. Он представляет собой стелу с расположенными по кругу фигурами русского воина, ремесленника и рабочего, символизирующие единство прошлого и будущего. Другой известный монумент – памятник легендарному иконописцу Андрею Рублеву. Его работы сохранились в расположенном неподалеку Успенском соборе. Сам собор – памятник XII века. Задолго до возвышения Москвы он являлся главным храмом Владимира Суздальской Руси. Здесь венчались на царство великие князья. Мы зашли внутрь, но посмотреть и сфотографировать что-то не представлялось возможным. Велась служба и было очень много людей. В парке рядом есть обзорная площадка с памятником князю Владимиру. С нее открывается великолепный вид на Клязьму и старые, застроенные деревянными домами района города. Отсюда также открывается красивый вид на сам Успенский собор. Дмитриевский собор внешне очень похож на храм Покрова на Нерле, только более богато украшенный барельефами, на которых причудливо переплетаются разные образы – правители, святые, музыканты. Они окружены цветами, птицами, львами в виде узоров. Храм был, к сожалению, закрыт, и внутрь мы не попали. И напоследок хотим рассказать о Золотых воротах. Когда-то это были одни из 5 ворот, ведущих в город. Золотые ворота были входом в самую богатую часть Владимира. Название произошло от того, что раньше их деревянные створки были покрыты позолоченными медными пластинами. В XII веке ворота были частью крепости, а теперь они одна из достопримечательностей. Владимир – один из городов Золотого кольца России, туристического маршрута по древним городам Руси, в которых сохранились памятники истории и культуры России.
Мы давно мечтали поездить по этому маршруту и рады, что удалось побывать во Владимире. Видно, что центр города туристический и очень удобно, что основные достопримечательности расположены близко друг к другу. Владимир запомнился нам колокольным звоном, вкусом пряников и медовухи, а еще жутким холодом. Как отступающие от Москвы французы, мы надели на себя все, что у нас было теплого, но все равно мерзли. В оставшиеся 3 дня мы посетили Смоленск, Катынь и Брест, но об этом в другом видео. Если понравилось, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Не забывайте выражать свое мнение в комментариях, поддержите лайком и рекомендуйте видео друзьям. До встречи!